Я расскажу вам о нелегкой невидимой жизни четвероногих героев, сражающихся за выживание в суровом мире улиц и дворов. Каждое утро, когда первые лучи солнца проникают сквозь окна, начинается новый день для местных бездомных кошек. Они выходят из своих убежищ, будь то укрытие под автомобилями, старые ящики или заброшенные строения. Это время, когда их невероятно живучий инстинкт выживания направляет их на поиски пищи. В течение дня кошки бродят по своей территории, осторожно наблюдая за окружающей средой. Они знают каждый уголок своего района, каждое место, где могут найти кусочек пищи. Острый слух подсказывает им, где шуршит упаковка с кормом, а звук шагов приносит надежду на приятный перекус. Каждый день для них это испытание, но их дух не сломлен. Они делятся между собой, заботятся друг о друге, а их жизни переплетаются в неразрывную сеть солидарности. Друзья, если вы разделяете наше желание помочь этим невероятным кошачьим друзьям, мы будем безмерно благодарны. Присоединяйтесь к нашему каналу, подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео с другими, чтобы подарить им надежду и поддержку. В Израиле проблема бездомных кошек существует, как и во многих других странах. Бездомные кошки сталкиваются с различными трудностями, такими как поиск пищи, убежища и медицинской помощи. Однако в Израиле предпринимаются меры для улучшения ситуации и оказания помощи этим животным. Существует несколько организаций, которые занимаются помощью бездомным кошкам. Они занимаются уличным кормлением, ловлей, стерилизацией и кастрацией для контроля популяции, а также поиском приемных домов для животных. Многие организации проводят специальные мероприятия по бесплатной стерилизации уличных кошек, чтобы максимально снизить риск перенаселения и беспризорности. В некоторых городах Израиля также существуют специализированные приюты для бездомных животных, включая кошек. Эти приюты предоставляют временное убежище, медицинскую помощь и заботу для животных, которые были найдены на улицах. Они также работают на поиск постоянных домов для этих животных, где они могут найти любящие и заботливые семьи. Таким образом, Израиль активно вовлечен в решение проблемы бездомных кошек. Государство, организации и общество в целом совместно работают над тем, чтобы обеспечить лучшую жизнь для этих животных, предотвращая их страдания и способствуя их благополучию. Помимо этого, в различных городах Израиля можно найти кормушки для бездомных кошек, установленные общественными организациями или благотворительными фондами. Эти кормушки предоставляют еду для уличных животных в течение дня. В целом, ситуация с бездомными кошками в Израиле остается сложной, но усилия сделаны. Для улучшения их жизни и снижения числа бездомных животных путем контроля популяции и предоставления поддержки организациям, занимающимся защитой животных, в 1994 году был принят закон, который устанавливает минимальные стандарты по уходу за животными, а также запрещает жестокое обращение с ними. Закон содержит положения, касающиеся обеспечения достойных условий содержания, медицинского ухода, питания, воды и укрытия для животных. Он также устанавливает ответственность владельцев за обеспечение хорошего состояния своих животных и запрещает жестокое обращение, такое как пытки и беспричинные страдания. Наша забота о бездомных кошках в Израиле не ограничивается лишь законами и нормативами. Это действительно сложная проблема, и каждый, кто хоть раз видел голодных и уязвимых животных на улицах, почувствовал сердечное побуждение помочь. Действительно, решающую роль играют обычные люди, активно вовлеченные в решение проблемы бездомных кошек. Эти люди, часто не имея средств к нормальному существованию, все равно делают невероятное, подкармливают, заботятся и дарят бездомным кошкам надежду на более добрую судьбу. Это доброта, которая исходит из самых глубоких уголков сердца, и она меняет мир вокруг нас. И вот, стоя перед этим примером бескорыстной заботы, я принял решение, я тоже буду кормить этих четвероногих бродяг. Начав с малого, я распределил несколько порций кошачьего корма по пакетикам. Утром, выходя из дома, я просто звал их кис-кис или шуршал бумажными пакетами, в которых хранился корм.
И что интересно, они начали выходить из своих убежищ, словно они знали, что их ждет немного тепла и пищи. Эти пакетики стали своего рода ежедневными подарками для тех бездомных кошек, которые зависели от этой маленькой доли заботы. Невзирая на собственные трудности, я осознавал, что моя помощь может сделать их дни хоть немного лучше. На своем пути я встречал множество бездомных кошек, они скитались по улицам в поисках еды и уюта. Взгляд их глаз отражал борьбу за выживание, но иногда мелькала в них и благодарность, когда я оставлял перед ними небольшие порции пищи. Я наблюдал, как они с осторожностью подходили к мискам с кормом, как будто оценивали, насколько это безопасно. Но по мере того, как дни шли, они начинали доверять мне все больше. Мои ежедневные встречи с этими животными превращались в минуты тепла и связи, которые приносили радость как им, так и мне. Эти мгновения стали чем-то большим, чем просто кормление. Они стали символом надежды, дружбы и сочувствия. Постепенно кошки стали менее пугливыми, они начали привыкать ко мне и даже немного разрешали мне подойти поближе. Таким образом, мы, обычные люди, несмотря на наши собственные трудности и ограниченные ресурсы, можем дарить надежду и сделать мир чуточку добрее. Мы можем создавать цепь добрых дел, которая будет охватывать все больше и больше животных, снимая их страдания и делая наш мир более справедливым и сострадательным. Но в этой истории есть и место для надежды и светлых моментов. Они приходят тогда, когда люди, несмотря на собственные трудности, тяготы и заботы, протягивают руку помощи. Среди них вы, я и многие другие. Мы делаем маленькие, но такие важные шаги, кормя этих бездомных пушистых созданий, предоставляя им чувство безопасности и поддержки. Покупая им корм, мы дарим им букет надежды в этом нелегком мире. Несмотря на собственные трудности, мы осознаем, что эти животные нуждаются в нашей заботе. Мы создаем для них небольшие островки доброты, где они могут на время забыть о повседневных испытаниях и насладиться хотя бы моментами удовлетворения. Дорогие друзья, если эта история оставила в вас теплые чувства и вдохновение, мы приглашаем вас поддержать наш канал. Пожалуйста, не забудьте подписаться на нашу страницу и поставить лайк под этим видео. Ваша поддержка – это важный шаг, чтобы наше сообщество становилось сильнее, а наши истории находили отклик в сердцах. Вместе мы можем сделать мир ярче и лучше для всех наших маленьких пушистых спутников. Спасибо за вашу доброту и внимание, и до скорой встречи на нашем канале.